Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Это вторая часть видео вязания коврика с красивым рельефным узором. Коврик Лотос. Шикарный узор, шикарный дизайн. Советую его связать, и он украсит ваш интерьер. Для вязания центра я использовала полиэфирный шнур тон бежевый. А для вязания узора по краю буду вывязывать лепестки цветка уже полиэфирным шнуром светло-бежевым, чтобы сделать немножко контрастный узор. Итак, в этом видео вязание начинаю с 16 ряда. Начало вязания коврика, вот эта вся центральная часть с 1 по 15 ряд у меня в первой части, и смотрите ее по подсказке или по ссылке под видео, там все будет. Итак, приступаю к вязанию, и я начинаю вязать 16 ряд, и я для начала вязания присоединяю нить более светлого тона. Если вы продолжаете вязать той же нитью, то вы просто набираете одну воздушную петлю подъема для начала ряда и продолжаете вязание. Я же, присоединив нить, делаю одну воздушную петлю подъема новым цветом и начинаю вязание. Первый столбик без накида делаем за рельефным столбиком. Вот вы видите, первый столбик по ряду рельефный, и за ним есть свободная петля. Выполняем столбик без накида. Далее арочка, 3 воздушные петли, и закрепляем арочку за вторым рельефным столбиком на свободной петельке, то есть получается на ряд ниже. Далее делаем новую арочку, 3 воздушные петли, и она закрепляется дальше. Пропускаем один рельефный столбик и за вторым рельефным столбиком делаем столбик без накида. Итак, повторяем. 3 воздушные петли, за следующим столбиком столбик без накида, 3 воздушные петли, пропускаем один рельефный столбик и за вторым рельефным столбиком столбик без накида. Таким образом, вот раппорт узора составляет вот 4 арочки, и всего 12 повторений необходимо сделать по кругу. У нас 12 будет повторений рисунка, и всего по кругу должно быть 48 вот таких арочек. Заканчиваю вязать 16 ряд, 48 арочку закрепляю соединительным столбиком в первую петлю подъема. Далее для 17 ряда делаю одну воздушную петлю подъема и вяжу из каждой арочки по 3 столбика без накида. На первой арочке 3 столбика без накида, на второй арочке 3 столбика без накида и так далее по кругу. Начинаю вязать 18 ряд. В конце 17 ряда соединительный столбик в первую петлю подъема. Далее делаем новую петлю подъема, 1 воздушная петля, и начинаем вывязывать основание лепестков. Основание лепестков будем вывязывать столбиками с 2 накида, рельефными столбиками, и вяжутся они на ножках столбиков без накида на ряд ниже. Получается, где связаны начало арочек. Делаем на крючок 2 накида, вводим крючок вот на ряд ниже за ножку столбика
и провязываем 2 накида. Не заканчивая вершину столбика, делаем новые 2 накида, вводим крючок за ножку столбика и провязываем еще раз 2 накида. Еще раз 2 накида делаем на крючок, вводим крючок за ножку столбика и третий раз провязываем 2 накида, и только после провязываем общую вершину столбиков. То есть получается 3 рельефных столбика с 2 накидами с одной вершины. Далее выполняем из первой петельки столбик без накида, арочка, 3 воздушные петли, зацепляем арочку, отсчитывая 3 петли по ряду в 4-ю, столбик без накида. Далее арочка, 5 воздушных петель, закрепляем ее также через 3 петли по ряду, столбик без накида, столбик без накида, и после этой арочки набираем еще 3 воздушные петли, арочку, отсчитываем также 3 петли, делаем столбик без накида, и на этом первое повторение раппорта закончено. И начинаем повторять как с начала ряда. Вначале вяжем 3 рельефных столбика на ножке столбика без накида на ряд ниже с одной вершины. Провязываем 2 накида, делаем 2 накида на крючок, на ножке столбика провязываем 2 накида, еще раз делаем 2 накида, на ножке столбика провязываем 2 накида и затем общую вершину. Далее провязываем столбик без накида по ряду и делаем арочку, 3 воздушные петли. Закрепляем арочку через 3 петли столбиком без накида. Далее арочка, 5 воздушных петель. Закрепляем ее также через 3 петли. Далее арочка, 3 воздушные петли. Закрепляем ее также через 3 петли. И второе повторение закончено. Итак, вяжем 12 повторений. Показываю вязание 19 ряда. Я закончила ряд соединительным столбиком в первую петлю подъема. И теперь еще один соединительный столбик делаю вот на центральном рельефном столбике предыдущего ряда. И для начала вязания набираю 3 воздушные петли. Далее на этой же ножке столбика провязываю 2 столбика с 2 накидами и общей вершиной. И затем общую вершину провязываю. После вот такой шишечки делаю 2 воздушные петли. Далее вяжем рельефный столбик с 3 накидами, вводя крючок за ножку столбика без накида вот по центру. Вот вы видите 3 ножки свободные, и за центральную ножку вводим крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Далее вяжем 9 столбиков с 1 накидом на вот этой верхней арочке из 5 петель. Из 9 столбиков с 1 накидом. Далее вяжем столбик с 3 накидами и вводим крючок
в основании вот столбика с 3 накидами, вот за 2 ниточки в самом основании вкалываем крючок. Вот здесь. И провязываем 3 накида. Вершина столбика. И вот вы видите, получается вот такой элемент в виде галочки. После рельефного столбика с 3 накидами делаем 2 воздушные петли. И по сути далее начинается повторение раппорта. Вяжем 3 столбика с 2 накидами на центральном столбике предыдущего ряда с одной вершиной. Провязываем 2 накида, вновь набираем 2 накида на крючок и на той же ножке провязываем так 3 раза. Затем общую вершину провязываем, 2 воздушные петли, затем столбик с 3 накидами на центральном столбике без накида внизу, и после рельефного длинного столбика вяжем на арочке 9 столбиков с 1 накидом. После 9 столбика с 1 накидом вяжем столбик с 3 накидами, крючок вкалываем в основание предыдущего столбика с 3 накидами. И 2 воздушные петли. Повторяем раппорт, всего 12 повторений в круговом ряду. Начинаю вязать 20 ряд и заканчиваю 19 ряд соединительным столбиком в 3 петлю подъема. Далее соединительный столбик за ножку вот первого рельефного столбика предыдущего ряда и 3 воздушные петли. И далее начинаю вязать 2 рельефных столбика вот на той же ножке. С общей вершиной провязываю по 2 накида и затем провязываю общую вершину этих столбиков. Далее вяжем 2 рельефных столбика на длинном столбике с 3 накидами, выпуклые столбики впереди работы. После 2 выпуклых столбиков вяжем вогнутые столбики, делаем на крючок накид, вогнутые столбики с 1 накидом и вкалываем крючок вот с изнанки работы за вершину первого столбика, провязываем столбик с 1 накидом и 1 воздушная петля. Далее второй столбик тоже с изнанки вкалываем за вершину столбика предыдущего ряда. Итого вяжем 9 вогнутых столбиков через 1 воздушную петлю. Провязав 9 вогнутый столбик, далее вяжем 2 выпуклых столбика на длинной ножке. Впереди работы захватываем ножку столбика и провязываем 1 столбик с 1 накидом и 2 столбик с 1 накидом. И на этом, можно сказать, раппорт узора завершен. Далее 12 повторений и начинаем повторение с
трех столбиках с двумя накидами и общей вершиной, которые вывязываются на центральном столбике вот этом предыдущего ряда. Затем провязываем общую вершину и начинаем вывязывать лепесток с двух рельефных столбиков на выпуклом столбике предыдущего ряда. Далее 9 вогнутых столбиков на ножках столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю, 2 рельефных выпуклых столбика, и так далее идет повтор. Начинаю вязать 21 ряд. 20 ряд заканчиваю соединительным столбиком в третью петлю подъема. И далее делаю соединительный столбик на центральном столбике вот из группы 3 столбиков и набираю 3 воздушные петли подъема. Далее на этой же ножке провязываю 2 столбика с двумя накидами и одной вершиной. И далее перехожу к вывязыванию лепестка. Теперь на первом рельефном выпуклом столбике вяжем 1 рельефный столбик. На второй ножке вывязываем 2 рельефных столбика, то есть делаем прибавление. Далее вот на веере из 9 столбиков через одну воздушную петлю провязываем между первым и вторым столбиком на арочке столбик без накида. Далее делаем 1 воздушная петля. И так повторяем: столбик без накида, 1 воздушная петля. Между 8 и 9 столбиком делаем последний столбик без накида. И далее переходим к вязанию рельефных столбиков. Здесь на первом столбике провязываем 2 рельефных выпуклых столбика. На втором 1. И по сути здесь заканчивается повторение раппорта. Начинаем вязание нового раппорта вот с такой шишечки из 3 столбиков с двумя накидами и одной вершиной. И вяжется эта шишечка на центральном столбике. И далее повторяем те же самые действия, что и при вязании первого раппорта. Вот. И далее вывязываем каждый вот такой лепесток. Показываю, как вязать 22 ряд. После последнего столбика делаем соединительный столбик в третью петлю подъема. Далее делаем соединительный столбик на центральном столбике и новые 3 воздушные петли подъема. Далее на ножке этого же столбика провязываем 2 столбика с двумя накидами и общей вершиной. И переходим к вязанию лепестка.
На первых двух столбиках вяжем 2 рельефных столбика с одним накидом. На третьем столбике вяжем 2 рельефных столбика. Делаем прибавление. Далее по центральной части лепестка выполняем из арочки одной воздушной петли столбик без накида, 1 воздушная петля. Из следующей арочки столбик без накида, 1 воздушная петля. И так повторяем. Выполнив столбик без накида на последней арочке, далее переходим к вязанию рельефных столбиков. На первом столбике вяжем 2 выпуклых рельефных столбика. На следующих 2 столбиках по 1 рельефному столбику. И на этом первый раппорт узора завершен. Далее идет повтор и начинаем вязать с шишечки на центральном столбике предыдущего ряда. Шишечка из 3 столбиков с 2 накидами и общей вершиной. Начинаю вязать 23 ряд коврика. 22 ряд заканчиваю как обычно в 3 петлю подъема соединительным столбиком. И начинаю 23 ряд с соединительного столбика на центральном столбике предыдущего ряда. Далее 3 воздушные петли подъема и вяжу на той же ножке столбика 2 столбика с 2 накидами и общей вершины. Это первая шишечка. Далее перехожу на вязание лепестка. Вяжу рельефные столбики выпуклые с 1 накидом. Здесь провязываем 3 столбика с 1 накидом на ножках столбиков предыдущего ряда. И на 4 столбике делаем прибавление. На одной ножке столбика провязываем 2 новых рельефных столбика с 1 накидом. Далее выполняю центральную часть лепестка. Из арочки столбик без накида, 1 воздушная петля. И так повторяю до последней арочки, где провязывается столбик без накида. Вторая сторона лепестка вяжется асимметрично. На первой ножке столбика вяжем прибавление, 2 столбика рельефных с 1 накидом. И далее еще 3 рельефных столбика с 1 накидом на каждой ножке столбика предыдущего ряда по 1 столбику. Первый раппорт узора закончен, и второй раппорт узора начинается с шишечки вот этой рельефной линии. На центральном столбике провязываем 3 столбика с 2 накидами и
общей вершины. Вначале провязываем 3 раза по 2 накида и затем все петли с крючка провязываем разом. И начинается повторение, как с начала ряда вывязываем второй лепесток. Начало вязания 24 ряда коврика. 23 ряд заканчиваю, как обычно, соединительным столбиком в третью петлю подъема. И 24 ряд начинается с соединительного столбика на центральном столбике первой шишечки. Далее для подъема 3 воздушные петли и 2 столбика с 2 накидами на ножки центрального столбика и с общей вершины. Вначале провязываю 2 раза по 2 накида и затем все петли с крючка. После шишечки делаю 1 воздушную петлю и начинаю вывязывать лепесток. С этого ряда лепесток идет на сужение, поэтому 2 столбика вяжем с одной вершины. На ножке первого столбика провязываем накид, на ножке второго столбика провязываем накид и затем общую вершину. Далее 2 рельефных столбика с одним накидом вяжем по одному, без прибавок или убавок. И на последнем рельефном столбике лепестка предыдущего ряда вяжем прибавление, то есть 2 рельефных столбика с одним накидом. Перехожу на вязание центральной части лепестка. На первой арочке столбик без накида и 1 воздушная петля. Вновь на следующей арочке столбик без накида, 1 воздушная петля. Третий столбик без накида, воздушная петля. Четвертый столбик без накида, воздушная петля. И из последней арочки столбик без накида. После него не делаем воздушную петлю, сразу переходим к вязанию второй стороны лепестка. И начинается здесь с прибавления. На первой ножке столбика провязываем 2 столбика рельефных с одним накидом. Далее вяжем 2 рельефных столбика с одним накидом по одному на столбиках предыдущего ряда. И завершаем вязание лепестка 2 рельефных столбика с одним накидом и одной вершиной. На ножках столбиков провязываем по одному накиду, затем выполняем общую вершину. Далее выполняем 1 воздушную петлю и после переходим к вязанию шишечки. Здесь я пропустила 1 воздушную петлю. Шишечки вяжем как обычно на центральном столбике предыдущей шишечки. Провязываем 3 раза по 2 накида и затем провязываем общую вершину. И повторяется раппорт 12 раз. Начинаю вязать 25 ряд коврика. 24 ряд заканчивается, как обычно, соединительным столбиком в третью петлю подъема. 25 ряд соединительный столбик из центрального столбика первой шишечки. Далее 3 воздушные петли подъема и на ножке того же столбика провязываю 2 столбика с 2 накидами и общей вершины. 2 раза провязываю по 2 накида, затем все петли с крючка. После шишечки выполняю 2 воздушные петли и начинаю вязать лепесток.
В начале лепестка делаем убавку. Здесь мы вводим крючок за вершину 2 столбиков, провязанных вместе в предыдущем ряду. И смотрите, вводите крючок чуть ниже вершины, захватывая вершину 2 столбиков. И провязав один накид на ножке следующего столбика, тоже провязываем накид, затем выполняем общую вершину. Далее вяжем по ряду 2 рельефных столбика с одним накидом. И в конце первой стороны на последнем столбике делаем прибавку. Провязываем на ножке столбика 2 рельефных столбика с одним накидом. После переходим к вязанию центра лепестка. Из первой арочки выполняем столбик без накида и 1 воздушная петля. Здесь по центру уже провязываем на 1 столбик без накида меньше. Всего будет 4 столбика без накида. И после 4-го столбика уже воздушную петлю не делаем, переходим к вязанию второй стороны лепестка и начинаем с прибавления. На первой ножке столбика провязываем 2 рельефных столбика с одним накидом. И далее по предыдущему ряду вяжем 2 рельефных столбика с одним накидом на ножках 2 столбиков. И завершаем сторону лепестка, делая убавку. Провязываем на ножке столбика накид, вновь делаем накид и на вершине 2 столбиков вместе вяжем второй накид, затем общую вершину. После лепестка выполняем 2 воздушные петли, вяжем шишечку на центральном столбике шишечки предыдущего ряда. 3 раза провязываем на ножке по 2 накида и затем провязываем все петли из крючка, формируя общую вершину шишечки. После шишечки 2 воздушные петли и начинаем вывязывать следующий лепесток, повторяя те же самые действия. Показываю, как вязать 26 ряд. 25 ряд заканчивается после 2 воздушных петель, соединительный столбик в 3-ю петлю подъема. И в 26 ряду первую шишечку вяжем как раз на 3 воздушных петлях подъема предыдущего ряда. Делаем соединительный столбик на 3 воздушных петлях, 3 воздушные петли подъема и на этой ножке провязываем еще 2 столбика с 2 накидами и затем общую вершину этой первой шишечки. Далее делаем 3 воздушные петли, арочку, и вяжем вторую шишечку, но уже на 3 столбике шишечки предыдущего ряда. То есть здесь у нас идет раздвоение вот этой линии из шишечек. На ножке 3-го столбика провязываем 3 раза по 2 накида и затем формируем общую вершину, провязываем вместе все петли. После второй шишечки 1 воздушная петля и переходим к вывязыванию лепестка. Вначале делаем убавку, провязываем накид на вершине 2 столбиков, затем на вершине следующего столбика и общую вершину 2 столбиков. Далее идет по ряду 2 рельефных столбика с одним накидом. И на последнем столбике стороны лепестка делаем прибавку. На ножке столбика провязываем 2 рельефных столбика с одним накидом. Далее идет центр лепестка, провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, второй столбик без накида, 1 воздушная петля и 3 столбик без накида. Сразу делаем прибавку на ножке столбика предыдущего ряда.
Провязываем 2 рельефных столбика с одним накидом. Далее на 2 столбиках предыдущего ряда вяжем 2 рельефных столбика с одним накидом. И далее на 2 столбиках вяжем 2 столбика рельефных с одним накидом с одной вершины. Провязываем на первой, на второй ножке по одному накиду и общую вершину. После лепестка идет 1 воздушная петля и вяжем 2 шишечки. Первую шишечку на первом столбике шишечки предыдущего ряда. Провязываем 3 раза на ножке 2 накида, затем общую вершину. Далее идет арочка, 3 воздушные петли и вторая шишечка на третьем столбике шишечки предыдущего ряда. То же самое провязываем на ножке 3 раза 2 накида и затем вяжем общую вершину. Далее идет повтор вязания следующего лепестка. И так провязываем 26 ряд. Показываю, как вязать 27 ряд. 26 ряд заканчивается соединительным столбиком в третью петлю подъема. Далее соединительный столбик на центральном столбике первой шишечки предыдущего ряда, 3 воздушные петли, и на той же ножке провязываем 2 накида 1 раз и еще раз 2 накида второй раз. И затем провязываем общую вершину первой шишечки. Далее набираем 2 воздушные петли, делаем столбик с одним накидом, а в центре на центральной петле арочки предыдущего ряда. Причем вводим крючок за 2 полупетельки столбика. Далее арочка, 3 воздушные петли и в ту же точку вяжем второй столбик с одним накидом. Получается вот такая арочка между 2 столбиками с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и вяжем вторую шишечку на центральном столбике шишечки предыдущего ряда. 3 раза провязываем по 2 накида и после общую вершину шишечки. После второй шишечки 1 воздушная петля и далее переходим к вязанию лепестка. Вначале делаем убавку, провязываем накид на вершине 2 столбиков предыдущего ряда, на следующем столбике провязываем накид и общую вершину провязываем. Далее идет 2 рельефных столбика с одним накидом на 2 столбиков предыдущего ряда. И на последнем столбике делаем прибавку. Вяжем на этом столбике 2 рельефных столбика с одним накидом. Далее центральная часть лепестка уже сокращается. Столбик без накида на первой арочке, 1 воздушная петля и столбик без накида на второй арочке. И переходим к вязанию второй стороны лепестка. На первом столбике делаем прибавку, вяжем 2 столбика с одним накидом. Далее по ряду 2 рельефных столбика с одним накидом. И 2 рельефных столбика с одной вершины. Провязываем на первой ножке столбика накид и на вершине 2 столбиков тоже накид и затем общую вершину. После лепестка 1 воздушная петля и начинаем вязать уже второй раппорт узора. На центральном столбике первой шишечки вяжем новую шишечку, 3 раза провязываем по 2 накида и затем провязываем общую вершину.
Далее идет повтор, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом на центре арочки предыдущего ряда, далее 3 воздушные петли, столбик с одним накидом из той же точки и вторая шишечка. И так вяжем этот ряд. Начинаю вязать 28 ряд. 27 ряд заканчиваю, как обычно, соединительным столбиком в третью петлю подъема. И перехожу на 28 ряд, соединительный столбик из центрального столбика первой шишечки предыдущего ряда. Далее 3 воздушные петли подъема и на ножке того же столбика провязываю 2 раза по 2 накида и общую вершину первой шишечки 28 ряда. Далее делаем 2 воздушные петли и вяжем рельефный столбик на ножке столбика предыдущего ряда, столбик с одним накидом. После из 1 воздушная петля и из арочки вяжем 5 столбиков с одним накидом. Просто вводим крючок за центральную арочку и провязываем столбик с одним накидом. Далее из этих столбиков будем формировать шишечку. Провязав 5 столбик, вынимаем крючок из рабочей петли, можно ее немножко вытянуть. Вводим крючок в вершину первого столбика, захватываем рабочую петлю и протягиваем ее через вершину первого столбика. И получается такая рельефная шишечка из 5 столбиков. Закрепляем одной воздушной петлей и еще 1 воздушная петля по ряду. Вяжем второй рельефный столбик на ножке второго столбика предыдущего ряда, столбик с одним накидом. После 2 воздушные петли и вяжем вторую большую шишечку на второй шишечке предыдущего ряда на ножке центрального столбика. Вводим крючок, провязываем 3 раза по 2 накида на ножке, на одной ножке, и после формируем общую вершину шишечки, провязывая все петли разом с крючка. Далее переходим к вязанию лепестка. 1 воздушная петля и в начале лепестка делаем убавку, 2 столбика с одним накидом с одной вершины. Провязываем накид на вершине 2 столбиков, затем на следующей ножке столбика и общая вершина. После вяжем 2 столбика с одним накидом на 2 столбиков предыдущего ряда. А далее в этом ряду соединяем центр лепестка. Провязываем 2 столбика с одним накидом и общей вершиной на ножки столбика одной стороны и на первом столбике второй стороны провязываем тоже накид и далее провязываем все петли с крючка, формируя общую вершину этих 2 столбиков. Далее вяжем 2 рельефных столбика с одним накидом на 2 столбиков предыдущего ряда и завершаем вязание лепестка, делаем убавку, вяжем 2 столбика с одним накидом с одной вершиной, провязываем 2 накида на одной ножке столбика, на второй и общую вершину. После лепестка 1 воздушная петля и начинаем вязать шишечку на центральной ножке следующей шишечки предыдущего ряда. Провязываем 3 раза по 2 накида, далее общую вершину шишечки и после повторяем те же действия, что и с накидом.
Начинаю вязать 29 ряд коврика. 28 ряд заканчивается, как обычно, соединительным столбиком в третью петлю подъема. И в начале 29 ряда идет раздвоение крупных шишечек. Здесь за 3 воздушные петли подъема предыдущего ряда делаю соединительный столбик, новые 3 воздушные петли подъема и как на ножке первого столбика вяжем шишечку. Провязываем 2 раза по 2 накида, а затем провязываем разом все петли с крючка как общую вершину шишечки. Далее делаем арочку из 3 воздушных петель. Вяжем вторую шишечку на ножке третьего столбика шишечки предыдущего ряда. Здесь 3 раза провязываем по 2 накида на одной ножке, а затем провязываем общую вершину шишечки. Далее 2 воздушные петли, вяжем рельефный столбик на ножке столбика предыдущего ряда, вновь 2 воздушные петли, столбик без накида на вершине предыдущей шишечки, 2 воздушные петли, рельефный столбик на ножке столбика предыдущего ряда, 2 воздушные петли и вяжем второе раздвоение крупных шишечек. На первом столбике шишечки предыдущего ряда провязываем 3 раза по 2 накида. В конце шишечки провязываем все петли с крючка разом, формируя общую вершину. Далее арочка, 3 воздушные петли и вторая шишечка на ножке третьего столбика шишечки предыдущего ряда. Также 3 раза провязываем по 2 накида. И затем провязываем общую вершину. Далее переходим к вязанию лепестка. 1 воздушная петля. И в начале вязания лепестка провязываем 2 столбика с одним накидом и одной вершиной. Провязываем на ножке первого, ножке второго столбика по одному накиду, затем общую вершину. Далее по ряду идет один рельефный столбик. В центре вяжем тоже рельефный столбик с одним накидом, вводим крючок за вершину 2 столбиков предыдущего ряда. Далее один рельефный столбик на ножке следующего столбика предыдущего ряда. И в конце лепестка провязываем 2 рельефных столбика с одним накидом и одной вершины. Провязываем по накиду на ножках столбиков и общую вершину. После 1 воздушная петля и вяжем раздвоение шишечек. На первой ножке столбика провязываем первую шишечку 3 раза по 2 накида. Затем формируем общую вершину, провязываем арочку из 3 воздушных петель, вяжем вторую шишечку на ножке третьего столбика и идет повторение. Заканчиваю 29 ряд соединительным столбиком третью петлю подъема и начинаю вязать 30 ряд с шишечки на центральном столбике шишечки предыдущего ряда. Делаю соединительный столбик на этом столбике, 3 воздушные петли подъема, далее провязываю 2 раза по 2 накида на этом столбике и
общую вершину шишечки. После первой шишечки далее набираю 3 воздушные петли и столбик без накида на арочке предыдущего ряда. Вновь 3 воздушные петли и вторая шишечка вяжем на центральном столбике шишечки предыдущего ряда. 3 раза провязываем по 2 накида, а затем общую вершину шишечки. А после второй шишечки выполняем 2 воздушные петли, переходим к вязанию центральной части узора. И здесь по центру вяжем 3 рельефных столбика с одной вершиной. Столбики с одним накидом провязываем 1 накид на ножки первого столбика, затем второй накид на ножки столбика без накида и третий накид на ножки следующего столбика предыдущего ряда и общую вершину. После делаем 2 воздушные петли и вяжем следующее повторение 2 шишечек. Первая шишечка на центральной ножке шишечки предыдущего ряда. 3 раза провязываем по 2 накида, как обычно, и затем провязываем разом все петли с крючка общую вершину шишечки. Далее 3 воздушные петли, столбик без накида на арочки, 3 воздушные петли, и уже получается в раппорте идет 4-я шишечка на шишечке предыдущего ряда. Также провязываем 3 раза по 2 накида, затем провязываем общую вершину. После 4-й шишечки 1 воздушная петля и переходим к вязанию вершины лепестка. Вначале делаем убавку, провязываем 2 столбика с одним накидом и общей вершины. На первой, на второй ножке провязываем по 1 накиду и общую вершину. Затем по центру идет 1 рельефный столбик с одним накидом и вновь делаем убавку. Провязываем накид на ножки столбика и на ножки последних столбиков тоже 1 накид и общую вершину. 1 воздушная петля и идет повтор как с начала ряда. Провязываем в начале шишечку здесь на центральном столбике, 3 раза по 2 накида, затем общую вершину, и так далее повторяем раппорт узора, всего 12 повторений в ряду. Начинаю вязать 31 ряд. 30 ряд заканчивается, как всегда, соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. И 31 ряд начинаем с новой шишечки, делаем соединительный столбик на ножке столбика центрального предыдущего ряда шишечки, 3 воздушные петли, и также на центральной ножке провязываем 2 раза по 2 накида и затем формируем общую вершину, провязываем все петли разом первой шишечки. Далее 3 воздушные петли и на арочке предыдущего ряда вяжем 2 столбика без накида. Далее набираем арочку, 4 воздушные петли. Вяжем на второй арочке 2 столбика без накида. Набираем 3 воздушные петли и вяжем вторую шишечку в этом ряду. На центральном столбике провязываем 3 раза по 2 накида,
И затем провязываем все петли крючка, формируя общую вершину. Далее здесь центральный узор, 1 воздушная петля. Вяжем рельефный столбик с одним накидом, вводим крючок за вершину вот 3 столбиков, связанных вместе. 1 воздушная петля и вяжем третью шишечку раппорта на центральном столбике шишечки предыдущего ряда. Провязываем 3 раза по 2 накида и затем общую вершину шишечки. После третьей шишечки набираем 3 воздушные петли, вяжем на первой арочке 2 столбика без накида. Идет новая арочка, 4 воздушные петли. И вяжем 2 столбика без накида на второй арочке. Далее 3 воздушные петли и вяжем 4-ю шишечку на ножке центрального столбика шишечки предыдущего ряда. 3 раза провязываем по 2 накида и после провязываем общую вершину 4-й шишечки первого раппорта. Далее заканчивается раппорт, 1 воздушная петля и здесь вяжем 3 рельефных столбика с накидом с одной вершиной. Вот на ножке столбиков 3 раза провязываем по 1 накиду и затем провязываем общую вершину. Это заканчивается вершина лепестка. 1 воздушная петля и начинается повтор вязания как с первой шишечки, как с начала ряда. Вяжем первую шишечку второго раппорта на центральной шишечке предыдущего ряда. И далее повторяем узор до конца ряда. Начинаю вязать 32 ряд коврика. И в этом ряду мы заканчиваем основной узор коврика. Заканчивается предыдущий ряд, как обычно, соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. И в начале 32 ряда вместо первой шишечки мы вяжем вот в начале 3 воздушные петли подъема и далее 2 рельефных столбика с одним накидом и 1 вершины. Провязываем по накиду на ножках шишечки на первом-втором столбике и общую вершину. Далее идет 3 воздушные петли. Вяжем столбик без накида на первой арочке и на центральной арочке вяжем как небольшой цветочек. На арочке провязываем в начале 3 раза по 2 накида и затем общую вершину 3 столбиков с 2 накидами. И после первого такого столбика вяжем арочку 2 воздушные петли. Далее выполняем точно такой же столбик. 3 раза провязываем из арочки по 2 накида и общую вершину столбика с 2 накидами. Далее вяжем арочку 3 воздушные петли. Вновь идет столбик, 3 столбика с 2 накидами и общие вершины из арочки. После 3-го столбика делаем арочку 2 воздушные петли. И из арочки вяжем 4-й столбик, 3 раза провязываем по 2 накида, а затем общую вершину столбика. Завершаем вязание центрального узора, столбик без накида на 3-й арочке предыдущего ряда
и набираем 3 воздушные петли. Далее выполняем, провязываем по одному накиду на 3 столбиках шишечки предыдущего ряда. Затем, не завершая вязание, следующий накид вяжем на ножки центрального столбика и еще 3 накида провязываем на 3 столбиков следующей шишечки. Получается, мы вяжем 7 рельефных столбиков с одним накидом и одной вершиной. В конце провязываем все петли с крючка разом. И на второй части вяжем точно такой же узор веера. Провязав второй веер, после столбика без накида набрали 3 воздушные петли и теперь вяжем над лепестком. Вот на последней шишечке раппорта провязываем на 3 столбиков по одному накиду. Затем над вершиной лепестка провязываем тоже накид, как основание рельефного столбика. И на следующей шишечке тоже провязываем на 3 столбиков по одному накиду. И после этих 7 оснований рельефных столбиков провязываем общую вершину. Провязываем разом все петли. Заканчиваю вязать 32 и сейчас начну вязать 33 ряд. В конце 32 ряда провязываю 4 столбика рельефных с одной вершины и делаю соединительный столбик вот в первую вершину 2 столбиков, связанных вместе. Далее 1 воздушная петля подъема, и в этом ряду по сути делаем обвязку края коврика столбиками без накида. Из первой арочки провязываем 3 столбика без накида, затем из вершины столбика без накида новый столбик без накида. Далее на вершине вот столбиков, связанных вместе, такой рельефный столбик без накида. Далее на арочке провязываем 3 столбика без накида и над вершиной сложного столбика тоже провязываем рельефный столбик без накида. Над центральной арочкой провязываем 2 столбика без накида, затем делаем элемент пико, 3 воздушные петли и соединительный столбик в вершину последнего столбика без накида. Вновь на арочке 2 столбика без накида, далее рельефный столбик над вершиной сложного столбика. Над арочкой вяжем столбики без накида и вновь рельефный столбик без накида над последним сложным столбиком. Далее на вершине столбика без накида еще один столбик без накида, не пропускаем его. И далее на арочке провязываем 3 столбика без накида. Далее над вершинами таких сложных столбиков с 7 оснований тоже вяжем рельефный столбик без накида. В верхнюю часть вершины столбика вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее над следующей арочкой 3 столбика без накида, над вершиной столбика без накида новый столбик без накида, и по сути далее идет повтор узора, и мы обвязываем вот эти веерные веера с элементами пико, обвязываем край ковриков. После завершения вязания коврик необходимо увлажнить и растянуть до полного высыхания.